Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, что на сегодня ожидается и куда на открытии российской площадки пойдут котировки доллара, евро, рубля, нефти и других активов. Так, давайте посмотрим, что у нас с календарем событий. Сегодня вышла позитивная статистика по Китаю, по Японии. В Японии рост объема розничных продаж, это достаточно хороший знак. По Китаю вышли положительные значения больше, чем ожидалось. Индекс деловой активности в производственном секторе и в непроизводственном, то есть сфера услуг. Вот. Все это указывает на то, что китайская экономика на текущий момент является центром восстановления мировой экономики. Вот. Но поскольку она является крупнейшим производителем товаров, то она находится в заложниках у мировой экономики. Поэтому, если начинаются локдауны и закрытия, Китай волей и неволей пойдет тоже вниз. Так, но на выходных не состоялось решение заседания ОПЕК, его перенесли на неделю. Сегодня встреча будет в 13:00. И сегодня же в 13:00 выступает председатель ЕЦБ Лагард. Так, и в 6 часов индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США. Вот это важный фактор, потому что если он будет негативный, помимо, ну просто, скажем так, негативного ожидания, это товар длительного пользования, здесь как бы определенный позитив, который на рынке происходит, он связан с тем, что есть спрос на недвижимость, и этот спрос обусловлен данной ситуацией. Тем, что идет изменение структуры экономики. Люди работают удаленно, им нужно больше домов. И поэтому здесь, в случае выхода негативной информации, это не просто будет негатив по недвижке, связанный с пессимизмом на основании того, что люди не ожидают никакого роста и финансовых возможностей. Это еще будет говорить о том, что та новая экономика, которая нарождается, она начинает буксовать. Так, ну вот касательно ОПЕК+, что никак не могут они договориться. На это есть ряд объективных причин. Первая причина, самая главная, это то, что ждут заявлений и подачу на регистрации по вакцинам. Соответственно, это позитивная динамика для экономики мировых. И, соответственно, то есть здесь уже закладывается, что спрос на нефть, ну, как минимум, не будет падать. Вот. В ожидании этих событий не хотят срезать добычу нефти. У многих стран очень непростая ситуация с бюджетом в связи с низкими ценами на нефть. И поэтому, как бы, например, Объединенные Арабские Эмираты, они категорически против снижений. Но на самом деле у всех нефтедобытчиков ситуация не очень простая, даже у Саудовской Аравии. И поэтому никто особо снижать или придерживаться каких-то договоренностей желанием не горит. Но еще такой момент, помимо ожидания чудодейственных вакцин, которые запустят экономику и восстановят, вот есть данные по поводу спроса на топливо, и исходя из этого графика видно, что хоть сейчас вроде как и вторая волна в Америке и третья, и есть локдауны, но тем не менее спрос так мощно, как было это весной, на нефть, на топливо не падает. И поэтому, соответственно, добытчики нефти, они и не хотят зазря снижать добычу, потому что боятся упустить прибыль. Так, ну и вот еще один признак, который указывает на то, что спрос на нефть отскочил и, возможно, продолжит рост, это то, что растет спред на российские сорта, которые любят покупать китайские производители топлива, например, на ЭСПО, относительно эталонного сорта. Когда начинается такое движение, это часто указывает на то, что растет спрос на эту нефть, сорт, и вообще как бы на нефть. То есть идет какой-то процесс восстановления. Но поскольку речь идет о ситуации в Китае, поскольку этот сорт нефти в Китае любят покупать, то, соответственно, это говорит о том, что Китай является мотором, в том числе и спроса на нефть. Ну и вот с учетом всей этой непростой ситуации перед членами ОПЕК будет стоять такой вот ребус очень хитрый, как не продешевить. С одной стороны, то есть как не сократить так, чтобы остаться в накладках и в минусах. С другой стороны, как попасть пальцем в мишень
Потому что если сократят мало и на самом деле спрос начнет падать или прекратит восстанавливаться, то это придет к тому, что цены на нефть, которые начали достаточно моторно расти, они опять повалятся, и мы получим новое дно. Так, но сейчас очень интересная ситуация такая возникла. Идут ярые очень споры такие между сторонниками обычных денег, сторонниками золота и сторонниками биткоинов. Все спорят, что же в конечном счете победит. Но все вы знаете Нуриэль Рубини, который предсказал ранее кризис. Он является одним из противников биткоина. Он называет его щиткоином, и для него вот это ралли, которое сейчас возникло, оно послужило неожиданностью. Он достаточно нетривиально на него начал реагировать различными твитами, немножко нестандартными, скажем прямо. Ну, смотрите, здесь, я думаю, в любом случае мы увидим так или иначе движение в активы, которые позволяют уберечься от инфляции. В данном случае это золото и биткоин. Ну и плюс вообще рост всех активов. Вот может произойти парадоксальная ситуация, когда будет либо двойное дно, либо какое-то смазанное двойное дно, и после этого пойдет рост вообще всех активов. Люди будут избавляться от денег, которые в силу того, что будет происходить эмиссия для выхода из кризиса, они будут стремительно обесцениваться. Если рассматривать среднесрочную перспективу, то я думаю, наверное, криптовалюты, они будут даже, возможно, интереснее, чем золото. Почему? Ранее я неоднократно об этом писал в своем телеграм-канале. Если вам интересно, можете найти, посмотреть. Скажу вкратце. Дело в том, что если рассматривать эволюцию, диалектику развития вообще человечества, постоянно происходили какие-то кардинальные изменения. Так было в частности и с системой взаиморасчетов, то есть деньгами. Вначале это были какие-то натуральные продукты, там палочки из соли, шкурки, кожицы и так далее. Потом придумали универсальный эквивалент, драгметаллы, золото, серебро. Потом, когда человечество подошло к следующему этапу развития, оно придумало бумажные деньги, ассигнации. Вот. И сейчас мы подошли к такому моменту, когда нужно просто смена кардинального вектора развития. Кто-то скажет, но ведь центробанки, они же сейчас свои криптовалюты хотят выпускать, там крипто-юани, крипто-доллары, крипто-рубли. На самом деле это не совсем криптовалюты, потому как криптовалюта это то, что, в том понимании, в котором это сейчас возникло, то, что имеет децентрализацию, то есть множество эмиссионных центров. Вот. И здесь мы просто подошли к такому этапу развития, который рано или поздно произойдет, когда будет переход именно на такие криптовалюты такого типа, как биткоин и эфир. Вопрос только, когда это будет. И поэтому я бы не смотрел так пессимистично на то, что биткоин не будет ничего стоить, эфир не будет ничего стоить. Когда-то, конечно, они не будут стоить ничего, но на текущем этапе, я думаю, еще не до конца с ними сделана игра. То есть вот текущие значения, я так предполагаю, что мы еще увидим много интересных движений в них. Потому как платежное средство, денежная единица, она имеет только один критерий. Это то, во что верят люди и используют его в качестве расчетов и сбережений. Любая субстанция, любое вещество, или набор кода, если люди в это верят, оно будет выступать средством для взаиморасчетов и сбережений. До того момента, пока люди в это верят таким образом. Так, друзья, это все лирика. Давайте перейдем к графикам. Китай сегодня очень мощно растет. Он гапанул на фоне хорошей статистики. И с такими темпами он уже к середине декабря может переписать предыдущий максимум по своему индексу CSI 300. Так, друзья, вот Соединенные Штаты нас сегодня что-то не радует и даже, прямо скажу, огорчают. Это SFD на американский индекс. То ли потому, что Байден лодыжку подвернул, играя со своим псом, дай бог ему здоровья, то ли что-то не очень хорошее сегодня ожидается в течение дня.
Вот видите, так бы Китай, российский рынок с утра бы очень мощно тащил бы наверх. А вот с такой ситуацией по американскому рынку даже сложно сказать, что будет у нас на открытии. Потому как Китай, конечно, гуд, но Соединенные Штаты, они правят балом. Так, далее индекс доллара. Индекс доллара уходит вниз, переписал на этот локальный лой, который ранее был достигнут. Ну и, соответственно, у нас, если проторговка идет под уровнем 91.83, то в ближайшее время мы уходим вот сюда, вот в этот диапазон. Золото, правда, при этом не растет, но в данном случае раскорреляция вызвана с тем, что золото – это защита от рисков, а соответственно риски в связи с тем, что вакцины начинают одну за другой доставать, они минимизируются. Так, индекс доллара, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрим, как он здесь удержится. Если он удержится под этим уровнем, то в ближайшее время начнется его сильное снижение и, соответственно, рост евро и других валют против доллара. Так, далее нефть. Здесь у нас идет поджатие к диапазону 47,5-47. Дневной таймфрейм, бренд. Соответственно, пробой этого таймфрейма вызовет сильнейший корректирующий откат. Цель его будет 45. Так, давайте сразу возьмем часовик. Вот по часовику здесь ситуация следующая. Вполне вероятно, что от текущих значений, либо по факту достижения 47,5, здесь будет проторговка и корректирующий отскок. Цель этого отскока, первый, это 48,16, и в случае закрепления на этом значении дальнейший отскок, и цель движения будет на 48,85, вот сюда вот. Этот сценарий не сработает, если сейчас развивается откат и пробой диапазона 47,5-47,3. Если такое происходит, то нефть уходит вниз, и здесь первая цель движения будет 46,5-46,3. Текущая вот эта ситуация, картина, она указывает на то, что большая вероятность того, что отсюда произойдет выход наверх и повторное движение на 48,8, как минимум. Но опять же 47,5. Если пробиваем, то этого движения не будет. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Но у нас по дневочкам здесь идет четкий отскок. Цель этого отскока 77.35, но этот отскок может быть аннулирован в том случае, если мы идем повторно вниз и тестируем на пробой 75.35. Вот 75.35 следующая цель, после него уже будет 74.85. Вот. Но по дневкам мы развернулись и должны идти наверх хотя бы вот сюда, к этой оранжевой линии. Так, ну и 4-часовой таймфрейм. Здесь все неопределенно, то есть в зависимости от того, в какую сторону будет пробой. И часовой таймфрейм. Но вот по часовому таймфрейму здесь картина заключается в том, что если будет пробит вот этот диапазон 75.65, 75.85, то у нас отсюда разовьется движение, цель которого будет потестить 75 и 3, 75.35, и в случае пробития уйти уже на 74,8. Вот. Если сейчас мы диапазон этот не берем, то вот эта формация, она приведет к развороту и движению на 76,5 уже сегодня. Так, далее рубль-евро, дневной таймфрейм. Но здесь мы часть вот этого движения на рост евро к рублю сделали. И поэтому, если не будет в ближайший день решительного пробоя 91, то мы отсюда наиболее вероятно скорректируемся, и цель движения будет в районе 90,2. Касательно открытия сейчас утром, здесь ситуация следующая. Как видите, вот он залег на вот это локальное дно такое, поддержку. Соответственно, если не будет у нас сейчас на открытии пробоя диапазона 90,61, 90,74, то у нас отсюда пойдет движение, цель которого пробить 91,05 и закрепиться в диапазоне 91,1, 91,25. Если сейчас мы все-таки пробиваем вот этот диапазон, то у нас сразу развивается импульс движения. Первая цель 90,43 и потом движение вот сюда на 90. Вот. Ну, я думаю, вероятность не очень большая, что дадут
идти далее вниз и укрепляться рублю. Вот я думаю, скорее всего, пределом где-то 90,5. Вот здесь где-то находится. И, соответственно, то есть отсюда будут очень активно выкупать. Так, друзья, далее золото. Золото нас подводит. Индекс доллара падает, и золото падает вместе с ним. Ай-яй-яй, это неправильно. Так, ну смотрите, здесь на текущий момент, как мне видится, картина сегодня локально на открытии следующая. Вот мы пробили вот этот самый локальный лой, который возник, но уперлись в определенный уровень, который на 1767 проходит. Вот, поэтому либо в ближайшее время будет отскок, вот сейчас с утра или там до 2 до 3 по Москве, и возврат выше этого значения, а в идеале на 1882, на 1782 вот сюда вот сходить. Вот, если этого не происходит, то у нас следующее движение вниз, пробой 1767, а дальше 1750 и асфальт, привет шахтерам. Вот такое мое видение по основным инструментам. Спасибо за внимание.